Наталья Маргунова пишет: я читала, что кроме ясновидения есть и другие. Яснослышание, яснознание и так далее. Я могу вам сказать, как это происходит. Когда человек накапливает энергию или энергию духовную, эта энергия начинает подниматься вверх. Эта энергия начинает проникать в сознание. И после этого она сталкивается с тем, что сверху над головой появляются листочки, которые называются листочки ментала. Это 4 листика ментала, которые накрывают лицо человека и которые связаны с мнением окружающих по отношению к вам. Таким образом, это мнение или это воспитание, оно является частью вашего сознания. Когда вы днем ходите, эти листочки накрывают ваше лицо, и вы воспринимаете мир через обучение, которое предварительно сделали люди, или даже через восприятие, которое создали люди для вас. То есть они считали, что вы нехороший человек, или они считали, что вы... Так большое количество людей, которые воспринимали вас плохо, они могут создать ментальный слой, и вы в дальнейшем будете воспринимать себя тоже плохо. Эти листочки накрывают человеку уши, сзади затылок, и спереди закрывают его лицо. В случае, если это продолжается, то ночью, когда вы ложитесь спать, человек начинает проявлять природу, как будто его тело стебелек, а 4 лепесточка начинают шевелиться и подниматься вверх, создавая вибрацию и сбрасывая вот эти ментальные сети с человека, которые в виде лохмотьев падают вдоль человека и отслаиваются от него. После того, когда эти ментальные сети отслаиваются, то эти ментальные сети создают процесс слияния и образуют общее информационное поле Земли. Об этом писал когда-то Эдгар Кейси в хрониках Акаши. В нашей школе существуют методы, которые позволяют очистить ментальные слои. Над ментальным слоем, который днем выглядит как полумесяц над головой, находится телопричинное тело. Оно небольшого размера, обычно не больше 50-70 сантиметров. В нем находится программа абсолютно счастливой жизни человека. Так вот, для того, чтобы эта программа сработала, у человека должен пройти тон его сознания через его 2-ю чакру, 6-ю чакру, после этого 7-ю чакру и выйти в это телопричинное тело. Но обычно в обыкновенной жизни у людей этого произойти не может, потому что обыкновенные люди очень плотно связаны между собой ментальными слоями. Обыкновенный человек, у которого нет построенной 2-й чакры, неправильно построена 4-я чакра, разорвана 4-я чакра, человека, у которого неправильно двигается энергия, у него нет никакого шанса, находясь в социуме, не предаваясь ретритам или даже там, пытаясь духовно над собой работать и проживая среди людей, нет никакой возможности стать высокодуховным реализованным существом и никакой возможности стать яснослышащим, ясновидящим или еще каким-либо существом. Именно для этого была выработана специальная система, которая помогает человеку перебороть или сжечь ту информацию, которая идет к человеку и которую он не заслуживает. Таким образом, когда мы живем, вот это выглядит так. Мы, допустим, человек высокодуховный, мы хорошо себя чувствуем, и у нас правила такие, мы хорошо разговариваем, не используем матов, у нас принципы жизни, мы скромные и так далее. И мы попадаем в общество, где находятся люди, которых никогда не обучали так себя вести, в общество зэков или в общество диких людей. Скажите, если мы с ними проживем 10 или 15 лет, то это нас может сделать такими же? Давайте я отвечу, да. Дальше. Вот смотрите, мы живем в городе, в котором все болеют туберкулезом. И мы в этом городе живем, и мы одни здоровы. Вот после того, когда мы живем долго, у нас есть шанс быть здоровыми людьми? Нет. Так вот, то, что я строю вам котлы сублимации, ваджарные котлы, делаю что-то с вашим сознанием и работаю в дальнейшем с вами вот таким образом, через свои ступени, это то, что делает вам прививку. То есть вы получаете прививку. Именно поэтому ученики школы, пройдя 1-ю ступень, пройдя 4-ю ступень, ключевые, 6-ю и 7-ю ступень, в дальнейшем говорят такие слова: Андрей Андреевич, вы представляете, у меня мир поменялся, жизнь поменялась, и я совершенно по-другому начинаю чувствовать себя. Окружающие люди по-другому относятся, близкие люди по-другому относятся. Вопрос, почему? Теперь вы понимаете, почему это происходит. Потому что весь мир устроен так, чтобы
давать вам ту энергию или те вирусы, в котором этот мир находится. То есть человек может родиться не обидчивым, но находясь среди людей, где есть 90-100% потенциально обижающихся людей, этот человек не может быть не обидчивым. Конечно, такой социум, он может влиять на такого человека. Естественно, телевидение тоже может влиять. Вот смотрите, как это происходит. Человек смотрит телевизор, и там показывают эмоционально, как кто-то кого-то обижает. После этого человек начинает сам дуться, и он говорит: все, мне надоело, нужно что-то делать. И не делает. Тогда о чем это говорит? Он, получается, накопил энергию и не реализовал. Когда человек накапливает энергию, не реализовывает, то эта энергия сначала разрывает его энергетический кокон, после этого разрывает физическое тело и после этого разрывает его полотно. Вы представляете, таким образом человек и становится тем человеком, который в дальнейшем начинает болеть энергетически и физически. Я очень часто говорю такие слова. Если видите и что-то создает эмоцию, то реализуйте эту эмоцию. Просто знайте, как ее реализовать. Если вы смотрите на красивых мужчин или женщин, то тогда после этого реализовывайте это физически. Начинайте приседать, отжиматься, бегать, потеть. То есть все, что связано с физическим телом, оно может проявляться. Есть второй вариант, радуйтесь этому. Вот смотрите. Допустим, человек не хочет очень сильно кушать, а еды нет, и он мечтает о еде. Это разрывает его кокон. А если он говорит так: о, такая вкусная еда бывает, ха-ха-ха-ха, и после этого кушает ее и делает так: ай, какая вкусненькая, то происходит реализация. Дальше с чувствами. Смотрите видео какое-нибудь, и в этом видео очень сильно мужчина обижает женщину. Эти чувства переполняют вас, и у вас не происходит реализация. Вам, по идее, нужно что-то для кого-то сделать. То есть, по идее, это реализовывается вот так. Вы берете тряпку и в честь своей семьи вымываете свою квартиру сына там, или свою квартиру, где вы живете. Ну и есть второй вариант, вы начинаете удивляться. Чему? Вот, и так бывает, вот, и такое происходит. Не забывайте реализовывать это тремя элементами. Первый элемент называется радость от физического тела. Второй элемент – удивление от чувств. И третий элемент – это радость или восхищение знаниями. То есть, когда вы прочитали книгу, то не забудьте. Иногда люди читают книгу, а потом не могут спать. Мысли этой книги их начинают будоражить, они начинают переживать. Также очень часто человек развивает у себя третий глаз или ясновидение, яснослышание. И после этого он говорит, что очень большое количество мыслей в голове появилось, ничего не могу с собой сделать, Андрей Андреевич, помогите. Я обычно говорю: старайся восхищаться тем мыслям, которые у тебя появляются. Или прям искренне восхищаться. Поэтому, если вы легли спать, и у вас в голове большое количество мыслей, восхищайтесь ими. То есть в голове: вот что делать, делайте так: о, что-то делать будем. А что делать? О, что-то будем делать. Скоро что-то сделаем. Вот. Поняли? Где-то так. Нужно этому всему восхищаться. Четвертая ступень. Она ключевая в нашей школе. Она связана с тем, что у человека сшивается четвертая чакра. Убирается вот этот пряник. У человека появляются совершенно новые чувства, но физическое тело не успевает за этим. И поэтому, когда человек проходит четвертую ступень, то он начинает ощущать себя немножечко как не в себе. У него появляются какие-то неприятности, появляются небольшие сложности, появляются даже физические какие-то проблемы. Не стоит на это обращать внимание. В целом все происходит правильно. То, что вы создаете на четвертой ступени, когда вы строите себе четвертый котел или котел сублимации, котел ваджарный, это приводит вас в дальнейшем к тому, что вы можете прикосновением лечить не одного человека, а сотню человек, и даже этого сами не ощущать. При этом после всего этого вам не становится плохо. Почему? Это как во время эпидемии. Один человек привитый, и ему все равно, что все остальные вокруг него начинают тяжело болеть. То есть, получив прививку в виде построения ваджарного котла, вы можете на длительное время забыть, что такое влияние чувственное других людей по отношению к вам.
как сделать так, чтобы мир начал давать человеку намного больше, чем человек сейчас получает. Выполнять его очень просто. Выполняется он один раз в день, ровно 365 дней. Если вы начнете его делать сегодня, то вы должны его сделать каждый день на протяжении всего года. После этого мир откроет для вас все горизонты, а на протяжении года вы будете чувствовать, как данная практика влияет на вас. Она делается очень легко, но могу сказать, несмотря на ее вот такую веселость, она имеет очень яркое качество быть очень эффективной. Очень часто у человека ничего в жизни не происходит, и это связано с тем, что что-то в жизни повлияло на то, что в нем, в самом человеке появился паттерн или появилась какая-то закорлючка или, я не знаю, там где-то какой-то засор, который мешает человеку сделать так, чтобы мир начал давать ему как можно больше всего. Ну и получается, человек живет только либо по средствам, или живет как получится, или там выживает и так далее. И для того, чтобы это изменить, как бы вырваться из оков невезения, из оков нищеты, из оков каких-то там абсолютного, возможно, даже ужаса, невезения. И была создана мной данная практика. На самом деле она не создана мной, она создана совершенно другими людьми. Я ее дам в формате тибетских практик, которые я буду читать в следующий четверг. Я, кстати, еще раз приглашаю вас на вебинар, который будет проходить в четверг на следующей неделе. Он будет называться «Тибетская магия». И там данная практика, я ее тоже буду давать. Итак, что необходимо сделать? Необходимо, первое, это очень важно, необходимо пить чай. И чай должен быть обязательно сладкий, а также черный. Причем сладкий, вкусный, так, чтобы вам очень нравится. Желательно утром проснуться, после этого не начинать с чая, покушать что-нибудь, сходить в туалет, помыться, умыться, почистить зубы. После чего, когда уже вы готовы выходить на работу, не торопясь, сесть перед своим окном или взять чашечку кофе или чая. Но здесь в практике необходимо брать исключительно чай. Он должен быть темного цвета, сладким. В него можно добавить вместо сахара мед, потому что это еще лучше. И после этого, глядя в окно, так, чтобы было видно проекция мира, в которую вы смотрите, необходимо сделать, попили чая, после этого необходимо сделать вот так вот руками и сказать несколько слов следующих. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Вот так делается. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. И таким образом, допивая чай, после этого вы уходите. Выполнять необходимо 365 дней. Это откроет вам дороги, которые приведут вас к тому, чтобы вы были очень-очень успешными. Вы таким образом даете разрешения, которые никогда в жизни не давали этому миру. И мир во всех своих прекрасных проявлениях начнет проявлять себя по отношению к вам. Так как сейчас этот мир считает, что вы для него являетесь опасным. Почему опасным? Вспомните, когда это формировалось. Когда вы дулись, не здоровались с людьми, когда ходили насупленные, когда пытались всячески испугать этот мир криками, нервными, вытаращенными глазами, вредностью, еще чем-то. Мир привык видеть вас, агрессивное существо, что можно исправить при помощи вот такой практики. Очень важно для человека в новый период нового времени знать, что появилась новая сила, которая будет управлять людьми. Эта новая сила называется, и дальше запомните это слово, сознание. Это самое важное, к чему нужно сейчас прийти. Мы переходим в новый уровень, этот новый уровень называется сознание. Доказательство этому, посмотрите. Раньше можно было нравиться людям и на этом зарабатывать деньги. Раньше можно было устроиться куда-нибудь на работу,
рассказать что-нибудь, и тебе могли платили деньги за красивые глаза, за то, что у человека хорошо подвешен язык, еще за что-то. Сейчас со временем людям не хотят за это платить деньги. То есть не хотят ни за красивые глаза, ни за рассказы, ни за что. От человека требуется знание. От человека требуется контроль, самодисциплина и знания. Что дали и почему люди остались сейчас сзади лодки? Многие люди, они так и не смогли переформатировать себя. Они не смогли понять, что базаров уже нет и нужно торговать через интернет. Они не могут понять, что нужно заказывать в разных странах, привозить свое и продавать. Они не могут понять, что сейчас уже в нашей системе и в нашей системе управления и социума очень важно быть продуманным человеком и думать в сторону, и как привести деньги, и как вывести, и на каких счетах держать, и во что вкладывать, и как через интернет зарабатывать, и как делать блоги. А те, кто машут рукой, очень заблуждаются. Почему? Им не хочется это изучать. Они считают, что то, что они знают, этого достаточно. И они глубоко ошибаются. Потому что в этом всем превалируют знания. А для того, чтобы получить новые знания, необходимо обучаться. Кто не хочет обучаться, бежит сзади поезда. К сожалению, ничего с этим сделать нельзя. Именно это сейчас и происходит. Тем не менее, несколько слов о негативных эмоциях. Сейчас, когда эмоции по привычке включаются, необходимо их преодолевать, включая свое сознание. И здесь очень важные слова, которые бы мне хотелось вам дать как подсказку, для того, чтобы вы перешли на новый уровень и со следующего года начинали косить уже для себя правильную жизнь, строить для себя правильную жизнь. И запомните вот те слова, которые я вам сегодня скажу. Обязательно это сделайте. Да, вам может быть плохо, да, вы можете обижаться, да, вы можете осуждать, но помните, обиды на близких, осуждение близких, расстройство от того, что вам плохо, это все, и дальше поставьте тире, эмоции. А сознание настроено всегда на тотальное духовное возрождение личности. В четвертом измерении, в которое мы сейчас переходим. Об этом измерении в свое время сказали все. От Ванги, заканчивая Эдгером Кейси. Все мы сейчас переходим в это измерение, но мы не ощущаем его как что-то глобальное. Поверьте мне, дверь не открылась. Это то, что происходит сейчас, это и есть эта дверь. А это то, что с нами происходит, это и есть переход. И это переход, который переводит наше сознание с уровня негативных чувств в уровень возвышенного духовного сознания. Это и есть новое четвертое измерение. Зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом. Позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города.
Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул 20 миллионов населения или 18 миллионов населения. Далее Мехико около 60 миллионов населения. Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет. Всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. В ближайшие 3 года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие 3 года, и ближайшие 300 лет, и ближайшие 3. Хочется задать вопрос, что же такое эзотерика? Я сегодня готов на этот вопрос ответить. Также, что получает человек, который проходит бесплатно первую ступень школы Кайлас, которая выложена в интернет, в Ютубе. Первая ступень школы Кайлас, первое занятие, первый день. Это можно на сегодняшний день вполне бесплатно и скачать, и просмотреть для себя, и познакомиться с тем, что такое эзотерика. В моем понимании эзотерика, это единственный путь, который может привлечь человека так, чтобы он мог быть ближе к Богу. Объяснение почему? Объяснение мое такое. Вы, наверное, знаете, что люди массово молятся за здоровье других людей. Вопрос, почему не выздоравливают? Вы, наверное, знаете, что очень часто люди просят что-то, будучи там, религиозными людьми. Вопрос, почему очень сильно молятся и почему ничего не происходит. Почему так получается, что
большое количество энергии, которое тратится человеком, даже большим количеством людей. Ведь вы же знаете, что проводятся великие ватиканские молебны, также проводятся соборы, вы, наверное, об этом слышали, где собирается огромное количество людей. Ну и в других религиозных ответвлениях всевозможных, там в иудаизме, а также в католицизме есть большое количество собраний, где люди могут там молиться, а огромное количество людей молятся за мир, но мира не происходит. Тогда вопрос, он что, не слышит, что ли? А вопрос этот, он не слышит, обычно объясняется тем, что говорят, это наша вера недостаточно крепка, наша вера, наверное, там, вас, наверное, не любит, потому что вы нарушили там какие-то из 7 заповедей, вы должны быть ближе, там, о каком-то пути начинают говорить и так далее. А я считаю, что это не так. Я считаю, что есть совершенно другой путь, и это путь, когда Бог слышит человека мгновенно, только нужно знать принципы общения. Они совершенно другие и отличаются от тех принципов, в которых живет обычный человек в своей нормальной обывательской жизни. Обычно человека готовят к тому, чтобы эта информация, которая у него есть, была у него. А кто дает эту информацию? Дают точно такие же люди. Но эта информация не дана Богом. Как это выглядит? Смотрите. Божественная энергия – это энергия, которую условно можно назвать невидимой. Можно так сказать? Мы видим предмет. Этот предмет мы видим. Можно ли сказать, что этот предмет один? Можно. То есть это цифра 1. Нет предмета – это цифра 0. Таким образом, можно условно сказать, что предмет, то есть человек, является предметом цифры 1, а божественная энергия, которую мы не видим, является цифрой 0. То есть этого предмета нет. То есть вот в этом случае человек, в этом случае Бог. Понимаете? То есть там, где есть единица, есть человек, там, где есть Бог, есть пустота. Почему? Потому что эту энергию никто не видит, но обращаясь к ней, очень часто человек может получить то, что он желает каким-то образом. Почему желание не исполняется, и почему человека не слышат, и почему молитвы не создают нужного для человека резонанса, это все объясняет позиция эзотерики. Когда человек живет, он должен двигаться к Богу. А Бог что это такое? Бог это состояние адвайты. Что это такое? Бог безразличен к людям. Почему Он безразличен к людям? Бог безразличен к людям, потому что, сделав для одного хорошего, что-то хорошее, ты сразу же станешь врагом для тех, кто, для тех, кто считает, что это хорошее, и это другому человеку не полезно. Получается, сказав одному человеку, что он хороший, ты можешь сказать или там помочь человеку, который хороший, ты тем самым можешь ухудшить состояние тем, кому от этого человека плохо. То есть это выглядит так. Я, допустим, за социализм. Утверждая это, я автоматически становлюсь противником тех людей, кто против социализма. Правильно? Таким образом, эта энергия не может помогать хорошим и плохим, потому что если она будет помогать хорошим, то она будет против плохих, а если она будет помогать плохим, то она будет против хороших. И получается, у самой этой энергии создается вопрос, тогда кому помогать? И сразу же появляется ответ, может, никому не нужно помогать. Почему? Потому что прежде всего человек должен сам разобраться, где он хороший или где он плохой. И вот это состояние, которое выбирает божественная энергия, она называется адвайтой. То есть это такой элемент безразличности. Элемент безразличности по отношению к идеям, которые создают люди. Зачем я это все говорю, сейчас объясню. Когда человек, допустим, объединяется в семью, он пробует создать 2 себя. То есть он говорит, я 1 и точка, плюс еще 1 и точка. Таким образом, семья – это цифра 2. А вот если люди, цифра 2, но не 1 в квадрате. Объясню почему. Муж и жена, живущие в семье, каждый из них думает по-своему. Их мысли, они разные. Можно сказать, что у них мысль одна? Нет. Они по-разному думают даже об одном и том же. То есть у одного человека мысль одна, у другого другая. Поэтому, когда человек начинает молиться, он обычно во время молитвы делает так. Он программирует вся наша Вселенная, все, что вокруг нас находится, это некие коды, которые появляются, когда человек
создает цифру 1, то есть он проявляет себя во внешний мир и вставляет вот эти коды себя в элементы большого количества нолей, которые являются элементом божественной энергии. Таким образом происходит некое цифровое вот такое восприятие вселенского разума. Подобное мы уже видели. Это 8-битное программирование интернет-голограмм, допустим, или 12-битное программирование. Ну и сейчас существует там более широкое, там, объемное программирование информационное, которое существует. То есть вы слышали о том, что существует информационный язык, в котором присутствуют единицы и ноли. Но мы смотрим, мы говорим, что это за единицы и ноли, что за бред. Хочу вам сказать, что это никакой не бред. Когда вы смотрите в ноутбуке кино, на котором вы видите, что происходят какие-то события, и даже они вызывают у вас там слезы или печаль, или наоборот приподнимают настроение, то вам кажется, что вы видите картинки. На самом деле вы видите программный язык, который состоит из нолей и единиц. Но вы же это знаете, правильно? Сейчас же нет таких диких людей, которые не понимают, как это происходит. Когда человек начинает молиться, он делает так. Он делает так. Помоги мне, и это единица. Второй рядом с ним говорит, помоги нам, и это еще единица. И она не плюсуется, потому что для того, чтобы плюсоваться, они должны помоги мне сказать одним языком одновременно в 1 секунду на одном тоне, одним внутренним голосом, там, с одним напором душевной энергии, с одними гормонами, с одними качествами и так далее. В ином случае это 2 разных энергии. Происходит так. Помоги мне один, умножить на помоги мне другой, умножить на помоги мне третий. Но это выглядит так. 1 точка умножить на 1 точка, умножить на 1 точка, умножить на 1 точка. А что получится в итоге? 1. Поэтому могущество эзотерика, оно гораздо сильнее, чем могущество большой армии молящихся людей. Так обычный человек, сидящий, допустим, в углу там где-то, он может больше, чем человек, который собрал вокруг себя 1 миллион человек, которые с утра до ночи молятся. Эффективность будет меньше даже у тех людей, которые могут молиться там без конца. Так устроена эта система. Как устроена система в априори вообще? Человек безразличный – это человек, который отпускает ситуацию. Пример из жизни. Я вчера об этом говорил. В моей жизни была такая ситуация, все в жизни состоялось. Много денег, хорошая работа, хорошие отношения, в общем-то, все очень хорошо. Но вы представляете, подойдя, я уже перестал, в общем-то, болеть на то время, и подойдя к окну, я начал смотреть на окружающий мир, который вокруг меня был, и я не видел в этом мире ничего. То есть было такое ощущение, как будто вокруг меня бесконечный черный колпак, и ничто вообще в моей жизни меня не вдохновляет, не возбуждает, не интересует, не нужно. Совершенно ничего. Конечно, с позиции медицины я могу понять, что это было депрессивное состояние, скорее всего. Но я могу сказать, как эзотерик, это было не так. Дело в том, что каждый человек, он живет по принципу построенного вот такого, построенной в себе системы. Его интересует сначала он сам. Он копается в себе, ищет в себе какие-то болезни, ищет взаимоотношения с внешним миром или обращает на внешний мир. Он смотрит на этот внешний мир, требует от него денег, там, старается что-то для этого внешнего мира делать, на кого-то обижается без конца, что-то требует, там, зачем-то охотится. То есть он либо во внешнем, либо во внутреннем без конца барахтается, что-то там выясняет, ищет какие-то причины, воспоминания, там, какие-то надежды у него появляются. И он при этом находится без конца в одной плоскости. То есть максимальная его плоскость – это то, что он чувствует себя внутреннего, проявляется во внешнем, после этого возвращается во внутреннее, проявляется во внешнее. Но есть же третье еще. А третье – это внешний мир, он тоже существует. И вы знаете, когда я стоял, я понял, что я в погоне за копанием в себе или в погоне за деньгами, я перестал контролировать себя в том, чтобы видеть еще и что-то вокруг себя. То есть я настолько сузил для себя свою судьбу или свою жизнь, что я не видел ничего. То есть в этой жизни полностью отсутствовало
время суток, время или какая была погода. Я не видел ничего. Для меня река и небо – это были эфемерные понятия, которые были для меня незаметными. Мой эгоизм, скорее всего, съел эфемерное для меня понятие того, что существуют времена года, существует день и ночь. Для меня гораздо важнее были другие события, как ко мне относятся, как я отношусь там, к кому-то, там, на кого я обижаюсь. Но когда я начал осознавать то, что вокруг меня существует еще и третий элемент, в котором я живу, и начал обращать или переключаться на этот третий элемент, то в свое время меня это очень спасло. Дело в том, что когда я болел онкологическим заболеванием, и господин Болотов, который написал большое количество интересных книг о закислении, я ездил к этому человеку домой, и он мне дал совет. Он сказал: ты можешь вылечить свое заболевание, если оботрешься, если будешь там засаливаться и закисляться, там, пить смесь соляной кислоты, там, я уже не помню, с азотной, по-моему, в небольших количествах, и после этого там, употреблять большое количество соли, ну и в пятницу, там, после, насколько я помню, 15 дней, обмажешься солью теплой, которую подогреешь, обмотаешься клеенкой и ляжешь в горячую ванну. Ну, я как человек, услышавший то, что мне назначил врач, по моему мнению, решил это все сделать. После того, когда я после ванной вылез, то у меня очень поднялось давление и произошел микроинсульт. Мне было очень плохо в этот момент. И лежа я начинал думать, вот о чем я думал. Я думал, почему я это сделал, зачем мне это нужно, мне уже надоело бороться с этими болезнями. Потом я начал обвинять внешний мир, родители плохие, там Болотов этот плохой, кто-то еще плохой, кто-то еще плохой. И после этого я понял, вы представляете, я в одной плоскости. То есть идеи на решение того, что происходило, у меня не было, так как я находился в данный момент в одной плоскости. Я находился в человеческой плоскости. Я искал, в чем причина во мне. Я старался обратить внимание, кто виноват помимо меня. То есть я находился в одной плоскости. И вы знаете, мне очень помогло, когда я просто начал отвлекаться. Я начал отвлекаться, и тут вопрос, на кого я начал отвлекаться? Давайте напомню самое начало. Есть бутылочка, а теперь ее нет. Когда стояла бутылочка, эта бутылочка была человеком. А когда бутылочка исчезла, то пустое, оно стало Богом. То есть божественная энергия – это пустота, но которая имеет силу изменить мир. Если человек знает, как к этому отнестись, он может изменить. И что я начал видеть? Когда я начал отвлекаться, я начал произносить себе: я вижу стену, я вижу потолок, я вижу там еще что-то, я вижу травку, я вижу стульчик, я вижу там что-то вокруг себя. Я начал обращать внимание на пустоту. Вот эта пустота божественная, она облегчила мои состояния. То есть мне было плохо, я начал отвлекаться, перестал копаться. И каждый раз, когда я отвлекался, это приводило меня к тому, что я начинал чувствовать себя хорошо. Вы представляете, это является одним из концептуалов вообще эзотерики. Понимание того, что существует божественная энергия, она как бы многим людям известна. Почему? Доказательства этого всего. Ну, доказательства есть на первой ступени, можно ее пройти и послушать. Я там несколько доказательств того, что эта энергия существует, обычно дают наши идеи. Когда человек говорит, допустим, слова, которые очень часто советуют произносить, допустим, те эзотерики, которые себя называют такими словами, и они говорят: если человек начинает очень долго думать о чем-то, то это у него обязательно исполняется. Это первая ложь, которую вы можете услышать. Этого не бывает. Так как о чем бы вы ни думали и многократно это произносите, допустим, я человек больной. Хожу я с бедром, которое у меня скрипит, болит, и там у меня артроз, и все время произношу: у меня здоровое бедро, у меня здоровое бедро. Ну скажите, это же ложь. Оно же у меня нездоровое. Так как если бы оно у меня было здоровое, оно бы у меня не болело, а оно у меня болит. У вас болел когда-нибудь зуб? Вот когда у вас заболит зуб, начните говорить: у меня не болит зуб, у меня не болит зуб, мой зуб здоров, он абсолютно у меня не болит. Так вот, после этого вы вообще с ума сойдете. Почему? Потому что вы будете обострять внимание на то, что у вас эта боль есть, и она вас будет донимать больше. Почему? Вы будете на нее медитировать, и каждый раз будете обострять внимание, заострять свое внимание именно на этом.
Именно поэтому, когда человек говорит себе при больном бедре, он говорит, мое бедро здоровое, оно совершенно здоровое, совершенно не болит, там, я теперь здоровая, то это называется ложью. Наше подсознание фиксирует ложь, вы представляете? И там, где есть ложь, обычно появляется депрессия. Поэтому те люди, которые начинают практиковать такие методы, обманывая сами себя, в дальнейшем испытывают состояние дичайшей просто депрессии. Почему? Я не знаю, каким образом это формируется, но когда человек себя обманывает просто так или обманывает принудительно, специально, у него в дальнейшем появляется депрессия. Это еще что такое? Ощущение тупика. Это когда человек во что-то уперся и дальше хода нет. Почему? Я как бы размышляю с позиции Бога. Я говорю божественным таким, наверное, как бы я, если бы я был Бога, чего, к сожалению или к радости никогда не произойдет, то это выглядело бы так. Зачем тебе давать здоровое бедро, если ты считаешь, что оно у тебя здоровое? Ведь ты же говоришь, оно у меня здоровое. То есть, если бы можно было определить, ой, вот человек, у него больное бедро, может ему помочь? Нет, зачем ему помогать? Он ходит и бубнит, у меня бедро здоровое, у меня бедро здоровое. Точно так же с имуществом, знаете, там, представь, у тебя яхта, у меня яхта, тогда зачем тебе давать яхту, если ты веришь, что оно у тебя есть? Это самоуспокоение тогда получается. Тогда подсознание, оно будет понимать, что эта яхта есть. Тогда зачем стремиться к тому, чтобы эта яхта появилась, если она уже есть? Тогда зачем ее давать человеку? Тогда как же это работает? Оно правда работает, но здесь есть слова. Эти слова такие. Скоро у меня будет яхта. Это я создал цифру 1, и после этого я это создал в виде веры. Почему? Как это произойдет? Неважно. Я верю в Бога, и, скорее всего, теперь это его проблема. И после этого на протяжении дня я стараюсь всеми силами не обращать внимания на то, что это было или это меня беспокоило. Почему? Ощущение игнорирования и ощущение необращения на это внимание обозначает цифру 0. Таким образом, почему? Дело в том, что люди, к сожалению, это обвинения такие человечеству, чего я делать не хочу. Люди идеальны, конечно, потому что они созданы по образу и подобию Божьему. Тем не менее, люди, они так запутались в своем человеческом ресурсе, что они считают, что они все знают, они считают, что они все могут, они считают, что они ко всему могут прийти. И они забывают, что с испокон века существовало такое понятие, которое называлось вера. Каким образом формируется вера? Допустим, человек говорит, я хочу отомстить этому человеку. Или говорит, я заберу у этого человека. А после этого элемент веры звучит так. Есть Бог, пускай Бог решает, как должно быть. Таким образом, человек переносит со своих плеч тяжесть своей жизни на плечи божественной энергии. Божественная энергия – это вентилятор, который притягивает людей, которые возлагают надежду на эту энергию. Не нужно наказывать обидчиков, не нужно воспитывать детей сильно, не нужно... Словами «скоро», допустим, человек просыпается утром и говорит, мне нечем заплатить за квартиру. Он говорит, ну ничего, скоро я заплачу за квартиру. Мозг в этот момент начинает кричать, ты что, идиот, как же ты можешь заплатить за квартиру? И в этот момент человек возлагает надежды и включает веру. Он говорит, я не знаю. И после этого не просит. Почему? С чего это люди решили, что эта энергия, она может по просьбе что-то для человека делать? Вы должны понять, божественная энергия – это закон. Это закон, аксиома, это элемент закона. Когда человек решает математическую формулу сложную, то он применяет в ходе решения определенные законы. Они существуют. Бог – это закон. Когда человек возлагает надежду, то он возлагает надежду на неписанный закон. И тогда этот закон с ним работает. Это как у бандитов, знаете, они закону не доверяют и закон игнорируют, их за это наказывают. А возможно, их никто не обучал знать этот закон, но это же не лишило их, или их все равно наказали, они все равно ответственность получили. Точно так же и здесь существует определенный закон. Этот закон заключается в том, что человек должен верить. Допустим,
Допустим, человек относится ко мне плохо. Вот у меня сегодня такая ситуация в жизни была. Я увидел, как человек относится ко мне плохо. Ну, в очередной раз, знаете. Но при этом я этому человеку никогда ничего не скажу. Никогда никто не узнает. Я просто это увидел. При этом из-за того, что это произошло, мне хотелось сказать этому человеку. Но я помню о том, что путь духовный, он сложный, он не может быть легким. Почему? Потому что вот такой путь игнорирования или путь вот такой внутренней адвайты, он чрезвычайно сложен. Почему? Потому что быть добрым может каждый. Потому что каждому свойственно быть добрым. А вот не проявлять зла или не делать зла добрым людям, это очень сложный путь. Очень сложно не нахамить, очень сложно не наругаться, очень сложно не критиковать, очень сложно не воспитывать, очень сложно не навязывать свои идеи другим людям. Все это очень сложно сделать. И это есть высокодуховный путь, вы представляете? Конечно же, когда человек начинает или выбирает такой путь, вот как я это сделал, мне хотелось сказать, но выбирая высокодуховный путь, я этого не скажу. Почему? Есть божественная энергия, я возлагаю на нее надежды. Пусть она решает все в моей жизни. Пусть она решает, нужен этот человек, не нужен этот человек. Точно так же я и живу. Когда у меня появляется что-то или что-то возникает в моей жизни, то это возникает таким образом. Это возникает от того, что я периодически говорю, скоро у меня будет это, или скоро у меня получится это, или скоро я выздоровлю. Но на протяжении дня я стараюсь об этом больше не думать. Почему? Это правило 10 или правило единицы и 0. В тот момент, когда ты начинаешь думать об этом, это у тебя не исполнится. А в тот момент, когда ты игнорируешь и переключаешься, в этот момент исполняется. Вы понимаете? В этот момент и исполняется. Люди говорят, люди так далеко ушли от Бога, что когда они воспитывают своих детей, то эти дети, они могут быть неподдерживаемыми родителями своими. И человек начинает ругаться на ребенка, обижаться на мужа. Не стоит этого делать. В этом случае вера может помочь. В этом случае нужно сказать, мне эта энергия поможет справиться с этим всем. Скоро все получится. Эта энергия виднее. Когда это все перекладывается на плечи этой энергии, человек становится ближе к Богу. Люди хотят паранормальных способностей. Друзья мои, вот таким путем очень легко прийти к любым паранормальным способностям. Конечно же, когда человек начинает молиться, во что-то верит и так далее, я не считаю, что это может привести его к доброте. Объясню почему. Ну, как-то 2000 лет, и за 2000 лет как было, так все и происходит. Знаете, 2000 лет огромное количество людей молятся, 2000 лет огромное количество людей без конца обучаются, 2000 лет люди развиваются, цивилизация каким-то образом изменяется, но никто не истребил злость, никто не истребил критику, никто не истребил ненависть, знаете, никто не истребил эти все качества. Тогда можно ли сказать, что это борьба добра со злом? Нет, это в добре появляющееся зло. Оно появляется в каждом человеке. И человек вправе просто проявить его, потому что его научило человечество. Или игнорировать, что будет путем, который будет ближе к божественной энергии. Когда человек начинает изучать эзотерику, то он начинает прикасаться к тому, что называется магия. А это еще что такое? Когда человек прикасается к эзотерике и у него исполняется это мгновенно, это в дальнейшем говорит ему о том, что он близок к той энергии, которая называется Бог. Когда человек говорит, я сам это сделаю, я сам смогу, я сам умный, я сам решу, то тогда он сам не решит. Почему? Мы слишком мелки для того, чтобы быть такими сильными. А когда человек говорит, ну ничего страшного, у меня все равно получится, а кто тебе поможет? Неважно, у меня есть более могущественные друзья. Пусть эта энергия решит. Это называется вера, надежда. Правильно. Конечно же, хочется сказать о любви еще. Смотрю ваши вебинары с 2011 года. Восхищаюсь вашими гениальными знаниями. Скажите, пожалуйста, меняя имя, влияет ли это на судьбу и как? Конечно, влияет. В случае, если человек меняет имя, это кардинально влияет на его судьбу. Кардинально. Каким образом влияет? Все связано с гласными.
Если, допустим, если женщина была Софией, и вдруг в какой-то момент она стала Юлией, то это очень изменит ее судьбу. У меня была такая ситуация в жизни, хоть я, наверное, и не должен этого рассказывать, но все-таки расскажу. Приехала ко мне женщина, она приехала из России. Она была у меня на морском курсе, мы путешествовали на корабле в Египте, она ко мне подошла и говорит: меня зовут Тереза, но настоящее мое имя Людмила. Но, говорит, я была на семинаре Александра Полиенко, и после этого Александр Полиенко сказал мне, что для того, чтобы моя жизнь изменилась, то я должна поменять имя на Тереза. И мне так не нравится это имя. Андрей Андреевич, после того, как я стала Терезой, от меня ушел муж, дети от меня отвернулись, я потеряла свое жилье, у меня очень много непозитивных изменений в моей жизни. Андрей Андреевич, что мне делать? И я ей рассказал такую историю. Я ей рассказал историю о своих 3 дочерях. Каждую из своих дочерей я, как отец, называл определенным именем, потому что в моей жизни были такие люди, которые для меня что-то сделали. Сын Эдуард был назван в честь человека, который имел ко мне косвенное отношение, но когда все мои друзья отвернулись, и у меня была ситуация, когда меня должны были посадить, такое тоже было в моей жизни, то этот человек вмешался, заплатил свои деньги, с меня после этого ничего не взял, и после этого... совершенно неожиданно для меня, мне помог. При этом я этого человека знаю, сейчас живет в другой стране, мы с ним друзья, и я тогда у него спросил, на то время, когда это было в 1996-95 году, я у него спросил тогда: скажи, чем я могу тебя отблагодарить? У меня уже было имущество. Он мне говорит: назовешь в честь меня своего сына. Поэтому, когда родился у меня сын, то я назвал его Эдуардом в честь этого человека. Почему? Потому что этот человек много для меня чего сделал. Я считаю этого человека человеком слова, очень сильным, мужественным. Я всегда хотел на него быть похожим. На то время он занимал очень высокий пост, работал в Москве начальником каким-то там очень знаменитым в КГБ, можно сказать. Но мир меняется, знаете, этот человек со временем уехал из России. Сейчас он проживает там за границей. Для меня это человек мужественный, он меня и людей никогда не обманул, никого не киданул, всегда таким был целеустремленным, и мне бы хотелось, чтобы сын был на него похож. И я могу вам сказать, последний раз сын ко мне приезжал, и я вижу у него в его взглядах на жизнь, в его каком-то упорстве, в его каких-то поступках, вы представляете, я вижу качество того человека. Это кажется смешным, но что вам сказать, такое есть. Когда у меня родилась Мария, дочка, в моей жизни была женщина, ее звали Мария. Это была родная сестра моей мамы. Мои родители жили очень плохо. Мы жили в Крыму, в деревне, нам не хватало денег, потому что одни дети выросли, им необходимо было оплачивать образование, обучение, там, общежитие, а мы еще там ряд маленьких детей не могли. Отец был немножечко выпивающим, поэтому он тратил деньги еще на это, плюс очень маленькие заработные платы. Мама получала 60 рублей в месяц, отец получал 120 рублей в месяц, все вместе получалось 180 рублей в месяц. Но представьте, это для семьи, в которой проживает 5 человек, плюс старшая сестра привела мужа, родила ребенка, и необходимо было всем каким-то образом выживать. Все жили и спали на полу, кушать было мало, потому что все хотели кушать, мясо не могли купить, потому что был Советский Союз, и возможности покупать там продукты были ограничены. Ну и начался фактически вот такой вот немножко голод, вы представляете. И в этот момент начала помогать вот эта тетя. Это родная сестра моего отца. Хоть она и была далеко, жила от него, тем не менее она никогда могла бы отвернуться и этого не делать. Тем не менее, она очень помогала нашей семье. Она привозила моей маме продукты, она помогала финансово, хотя сама воспитывала без мужа 2 детей. Не очень удачно родился у нее младший ребенок, там были проблемы со здоровьем. Тем не менее, это ничего не мешало. Она была очень добрая, меня всегда баловала. Также брала маленьких детей, нас, и там забирала к себе, чтобы мы там отъелись и так далее. То есть, несмотря на то, что она болела, себя плохо чувствовала, была достаточно взрослой, она не отвернулась от своей семьи и в тяжелую минуту помогала.
Она для меня была всегда объектом вот такого милосердия. Когда родилась у меня Маша, я ее хотел назвать Марией. Почему? Потому что в моем понимании женщина Мария, которая являлась вот, для нас в свое время человеком, который нам помогал, была своего рода образом милосердия, вот такого благодушия, благословления Господнего, какого-то такого вот внутреннего проявления, ну, наверное, помощи, знаете, и она для меня как Бог была в свое время. Ну, что вам сказать? Мне очень хотелось, чтобы Маша у меня называлась именно так. Я могу сказать, что сейчас, когда Маша подрастает, она действительно является образцом милосердия. Она никогда никого не обижает. Если необходимо, у нее есть чему поучиться даже у нас, у взрослых. То есть, если у нее там забрать что-то, она начинает нервничать, а потом говорит, ну и ладно. То есть, она умеет отпускать, она умеет переступать, умеет прощать. Очень милосердный, добрый ребенок. Помогает в садике, помогает дома. Достаточно такой очень необычный человек, эзотерица. Я могу сказать, что я в ней вижу качество вот той бабушки Марии, которая в свое время была сестрой моего отца и которая очень помогала. А теперь представьте ситуацию. Моя Маша, она жила и после этого приезжает ко мне и говорит, папа, я уже не Маша, я Надя. И после этого скажите, я как отец, который обожал своего ребенка, и который видел в этом ребенке Машу, жил с Машей, жил для Маши, и в сердце моем написано Маша. Я, наверное, если когда-либо молюсь внутренне, то за Машу молюсь, понимаете? Эти все молитвы, мои желания, мои намерения, наверное, мои идеи, они были посвящены и будут посвящены исключительно Маше, Розе, Марии, Софии, Славе, Эдуарду, там, моим детям. То есть можно ли сказать, что когда они изменят свое имя, то они потеряют в поддержке моей эзотерической? Конечно. Таким образом, дочка растет, и мама многократно произносила там Дотя, Леночка, там пусть у Леночки, там для Леночки и так далее. А потом Лена выросла, и после этого, отключая свое имя и говоря, что я уже не Лена, я теперь буду Розалинда. И после этого что она получит? Она отключит от себя то намоленное или то, наверное, нажеланное, то, как она отключит то, что мама ей желала всю жизнь. Она отключит, наверное, намерения тех людей, которые видели или думали об этом человеке. Кто обычно думает о человеке? Я могу сказать вам, хорошо думает о человеке обычно его родители. Поэтому все намерения, которые... А кто дает имя? Дают тоже родители. Именно поэтому я категорический противник, наверное, из замены имен у человека. Я считаю, что человек должен иметь свое имя. Родители не напрасно его давали. Я бы не хотел, чтобы мои дети когда-либо изменили свое имя. Я считаю, что мои помыслы и мои намерения, они исключительно связаны с тем, чтобы мои дети жили счастливо. Я этого хочу. Но я же своих детей идентифицирую как Розу, как Аню, как Марию. Я букву одну изменила с Олеся на Олеся. Это влияет? Нет. Олеся и Алиса и Олеся — это все одни и те же имена. И Лиса, и Лиза — это все Олеся. Как влияют имена, которые дают церкви при крещении? У дочери по крещению другое имя. Как быть с этим? Как пройти раскрещивание? И как в этом случае влияют два имени? Два имени делают человека разорванным. То есть человек все время не может принимать решения, он все время там радуется, после этого печалится. То есть человек становится противоречивый. Также это может развить у человека двуличие, потому что душа имеет два имени, и она постоянно обращается как бы... Если одно имя принадлежит белой стороне, другое имя принадлежит черной стороне. Ну и там много есть всяких эзотерических принципов с дарением имени или с ношением имени.
Итак, следующая медитация. Если в вашей жизни вдруг появится ситуация, при которой вы не будете знать, как найти решение или выйти из данной ситуации, я рекомендую использовать медитацию кашель. Просто думайте или вспоминайте, или думайте о ситуации, которая для вас у вас происходит или вас мучает, и начинайте кашлять. Делайте это надрывно. Ну, не надрывно, а так, сильно. Дело в том, что такой кашель имеет магический эффект, дает решение всех вопросов в жизни человека. Вот так это может работать. Думаете о чем-то плохом и начинаете покашливать. То есть, ой, как мне отдать деньги, и делать так. Ой, нога болит. Ой, еще болит. И делаете такое покашливание, а когда там появляется слизь, сплевываете. Таким образом можно вылечить даже заболевание, если этому уделять определенное количество времени. Даже в народе существуют некоторые такие высказывания. Одно из высказываний, когда говорят, да это я уже все откашлял, говорит о том, что проблема была решена при помощи кашля. Даже люди это заметили.